Добрый день, дорогие наши зрители, кто нас смотрит, кто в записи, кто онлайн. Мы снова встречаемся с замечательным таким симпатичным инопланетянином и обсуждаем то, как мы входим в сделки, как мы анализируем рынок, какие у нас успехи, к чему это ведет и зачем мы это делаем. Да, у нас отлично дела, особенно было утром, супер хорошо дела, к вечеру не очень. Но сейчас покажу на графиках. Так как это наш эксперимент, это ни в коем случае не финансовая рекомендация. И перейдем сразу на TradingView. Сегодня завершил 6 сделок. Вот они все представлены здесь. Первые 3 сделки были в лонг, все по тренду. Вот была первая сделка, вот вторая, вот третья. Опять же, так как под рукой нету компьютера, нельзя смотреть на канальную прорисовку, или тяжело, по крайней мере, то приходится вот такими вот мелкими сделками, да, вот это первая, вторая, третья сделки были в плюс, в хороший. Потом вот здесь вот увидел, что рынок разворачивается, зашел, отработал, отторговал сюда. И тут мне почему-то показалось, что рынок идет вниз, да, я здесь зашел, и вот до сих пор сижу уже в убыточной сделке. Ну, так бывает. Важно, скажем, либо набраться терпения и выжидать, либо, можно было поставить, стоп и уже забыть об этой сделке. В общем-то, чему тебя учит эта ситуация? Ну что, конечно же, желательно работать на компьютере, желательно смотреть на свои прорисовки, на свои канальные уровни, смотреть, куда движется рынок. И вот если бы был компьютер под рукой, то можно было бы сидеть вот до этих вот отсюда, практически это 9 утра было, и до вот этих пор, а потом развернуться и пойти досидеть вот сюда. И, в принципе, не надо было вот таких вот мелких делать выходов-входов. Да, абсолютно с тобой согласен. В целом, несмотря на то, что ты сидишь в убыточной сделке, в общем-то, рынок радует, да, тем, что он так бодренько потянулся за биткоином. Биткоин, правда, вроде как пока притормозил. Сейчас альткоины будут определяться, идти за ним, либо же он сейчас развернется и вниз. При такой доминации они будут его повторять. Как будет, так будет, пока доминация не упадет. Да, мы альтсезона, я думаю, что не увидим. Некоторые альткоины дают большую прибыль, некоторые меньше. Там некоторые дают, конечно, выстрелы, но это больше исключение, нежели... я бы сказал, что это желание авторов проекта, да, обналичиться побыстрее, опираясь на рост биткоина. Не суть. И у них своя стратегия, у нас своя. Я тоже сегодня был максимально неэффективным. С утра сделал ошибку, и она мне испортила, можно сказать, весь день. День хороший, но неэффективный, назовем это так. Утром получил сигнал от монеты, которую когда-то проанализировал, зашел в сделку, она давала мне в моменте плюс 13, наверное, даже процентов прибыли. Я пожадничал. Сначала стоп у меня очень хорошо стоял, потом я решил, ну-ка мы сейчас как развернемся и пойдем еще дальше. И мы развернулись, но против меня. В общем, я эту сделку закрыл в ноль. И поскольку это был уровень смены тренда, логично было бы мне зайти после того, как мы пробьем и подтвердим этот уровень сверху, в лонг. Но я же обиделся на сделку, я докажу, что она шортовая, и ошибся. Вот, конечно, я потом заскочил и в лонговую, но, в общем-то, так меня это все зацепило, что я решил не наблюдать за ними. И когда я вернулся к экранам, у меня перестал работать интернет. И понимая, что как-то сегодня все как-то не так, я плюнул и стал ожидать, как разрешится ситуация, когда вернется интернет. Обзвонил операторов. Просто такие бывают ситуации, когда, может быть, утром не задалось, и не стоит вообще тогда торговать. В общем-то, закрыл одну сделку в плюс, во второй сижу пока в небольшом минусе, благо он небольшой, но если бы я сделал все, как должен был сделать, не опираясь на свои упрямые вот эти, что я докажу, у меня бы был очень удачный день. Забрав утром свои 12-13%, дождавшись подтверждения пробоя
сильного уровня и подтверждение его сверху, я бы очень прекрасно сегодня счастливо заработал, и все было бы хорошо. Вот такая история у меня была сегодня. Да, у меня был день наоборот, видишь, у меня был удачный день с утра, да, и я вообще поверил в то, что я профессионал, и тут хоп, и такое. Да, на самом деле по биткоину. По биткоину у нас цена сейчас 111 700 с небольшим, доминация 64, волатильность по-прежнему почему-то в районе 5, не понимаю, почему волатильность такая странная, весь рынок туда-сюда растет, падает, а волатильность не растет, как-то так она себя притихла, видимо, будет еще веселей. И опять же у меня рождается вопрос, в какую сторону, так что, может быть, твой шорт не такая уж плохая позиция. Не буду говорить, куда он пойдет, потому что я точно не знаю и никто не знает, но давайте уже завтра дождемся и обсудим по факту, куда он пошел. Да, расскажите нам будет очень интересно, как прошел ваш день, откомментируйте наши видео, подписывайтесь, ставьте лайки, поддерживайте нас и встретимся завтра.